Здесь великая и щедрая река Волга встречается с водами Седого Каспия, образуя самую крупную дельту в Европе. Природа создала здесь уникальное произведение. На обширных просторах осуществила грандиозную постановку с максимально справедливым распределением ролей. Мы попробуем проникнуть за кулисы, чтобы увидеть наиболее интересные фрагменты этого бесконечного спектакля, не нарушая действия и не меняя замысла. Птичий рай в низовьях Волги появился не сразу. За последние несколько тысячелетий уровень Каспия менялся. И когда море отступало, по Волге устремлялось такое количество воды, что тогдашнее русло вместить уже не могло. Она стала заполнять впадины и растекаться многочисленными протоками и ручьями. Так, благодаря дыханию Каспия, среди сухих степей и песчаных дюн появился настоящий оазис. Такое географическое положение повлияло на климат дельты. Он теплый, но резко континентальный. Летом зной окружающих полупустынь разогревает насыщенный влагой воздух дельты до плюс 45. Зимой же температура порой может опускаться ниже минус 25 градусов. Когда мы приехали на Дамчикский участок Астраханского заповедника, температура была минус 15. Накануне выпало много снега. В этих местах такое бывает редко, поэтому по замерзшим протокам здесь перемещаются на мотороллерах. Но только не в этот раз. Глубокий снег стал настоящей преградой на нашем пути к раскатам. Именно там, на незамерзших участках, кормятся оставшиеся на зиму птицы. И все же была надежда достичь цели. Нужно только наладить предназначенные для таких случаев аэросани. Пока шел ремонт, мы решили исследовать подводный мир дельты. В этом нам помогал Кирилл Литвинов, ихтиолог и сотрудник Астраханского заповедника. Он создал компьютерную модель участка, куда на зимовку заходят самы. А вот эта вот часть, это уже как бы берег или это еще вот самый как бы шельф, ну, урезанный? Это берег. Это уже берег. Первый это берег, да. Толщина льда в дельте сантиметров 20. Ну вы представляете, что мы ее по течению запустили, да? Да. Делать полынью нелегко. Она должна быть большой, удобной и правильно расположенной. Течение, коряги, плохая видимость – все надо учесть, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию.
самы погружаются в спячку поздней осенью. Они скатываются в глубокие ямы, где нет течения, и там ждут весны. Порой в зимовальных ямах собирается несколько сотен этих хищных рыб. Чтобы исследовать весь участок, нам потребовалось 40 минут. Но, к сожалению, наши надежды увидеть большое скопление самов на дне ямы не оправдались. По какой-то причине они покинули это место или в этом году вовсе не останавливались здесь на зимовку. Теперь это уже работа для специалиста-ихтиолога – понять, что произошло. В отличие от самов, другой крупный хищник дельты всю зиму озабочен поисками пищи. Это орлан-белохвост. В дельте Волги сохранилась одна из самых крупных группировок этих краснокнижных птиц – около 150 пар. Свою роль постоянный житель этих мест знает хорошо. При наступлении холодов, когда добыть любимую рыбу трудно, белохвост выискивает ослабленных, подраненных или замерзших животных. У него даже есть свой метод охоты. Заметив скопление птиц, хищник спугивает их, чтобы определить самого слабого. Юркие утки хорошо ныряют, и поймать их непросто. Поэтому орлан следит за движением птиц под водой и старается схватить их, как только они вынырнут. И все же его добычей в основном становятся погибшие животные. От кордона заповедника до раскатов примерно 15 километров. Добраться туда по заснеженным протокам на нашем вездеходе теперь не составит труда. В нижней части дельты пейзаж меняется. Теперь нас окружают ледяные просторы раскатов с многочисленными тростниковыми островами и заливами. Именно здесь, на незамерзших мелководьях, собираются птицы, чтобы найти себе пищу. В заповеднике птицы чувствуют себя в безопасности. Голод и холод им тоже не страшны. Была бы открытая вода. Тем более, что зима в дельте недолгая. Впереди весна, полная жизни и повседневных хлопот. На просторах волжских раскатов появятся новые герои со своими правилами и невыдуманными историями. Весной самое ожидаемое событие в дельте Волги – это половодье. Сейчас этим процессом управляют с помощью плотин и водохранилищ. Когда створки огромного сооружения открываются, миллионы кубометров талой воды устремляются вниз. Мощь весеннего потока заполняет все артерии обширной дельты. Ее организм оживает и начинает стремительно меняться.
И если в жизни людей это время больших проблем, то для других многочисленных обитателей дельты – начало новой жизни. Вода теперь повсюду. По степным дорогам устремляются набирающие силы ручейки. Зеленые сочные луга превращаются в большие озера. Эти лисята сейчас в большой опасности. Пока они беззаботно резвятся, ожидая с охоты своих родителей. Но если паводок будет сильным и вода достигнет логова, придется искать другое убежище. Вдоль переполненных проток и ериков развесистыми галереями расположились ивы. Сейчас их корни поглощают воды значительно больше, чем испаряют листья. Избыточная влага буквально выдавливается через поры множества ветвей. Возможно, поэтому иву и называют плакучей. Заросли ивы используют для гнездования пестрый дятел. В ее мягкой, податливой древесине можно легко выдолбить просторное дупло. Дерево для обустройства гнезда выбирает самец. Оно не должно быть гнилым или слишком влажным. У каждой пары есть свой кормовой участок, который она защищает от других дятлов. Площадь этой территории может достигать 15 гектаров. К началу мая дупло, как правило, бывает уже готово, и можно приступать к откладыванию яиц. На кладке чаще сидит самец, особенно по ночам. Самка в это время спит, ухватившись когтями за стенку дупла. Старые дупла тоже не остаются пустыми. Их безо всякого смущения занимают скворцы, которые прилетают в дельту очень рано, еще в марте. Вот уж кто настоящий артист. Скворец мастерски подражает чужим голосам и всевозможным звукам. Этот неугомонный певец готов исполнить все партии сразу. Но получается у него только верещание и свист. Когда появляются птенцы, родители летают за кормом по несколько десятков раз и тратят на это немало сил. Растущие птенцы все время просят еды и готовы поглощать целиком даже крупных насекомых. Рядом с шумным соседом, тоже в дупле, устроилась хлопотливая и доверчивая синица Лазаревка. Насиживает яйца только самка. А заботливый хозяин семейства каждый час приносит ей еду. А вот близкий родственник синиц ремес не довольствуется готовыми гнездами. Каждый год он строит новые. Искусного строителя не пугает архитектурная сложность его жилища. Он готов трудиться весь день. Зато в птичьем царстве его дом будет самым оригинальным. В дельте Волги настоящее птичье царство начинается на раскатах.
Но чтобы попасть на эту огромную сцену, нужен опытный проводник. В сложной паутине проток и ериков очень легко запутаться. Не поможет даже подробная карта. Здесь нет указателей, а все водные пути кажутся похожими друг на друга. Это настоящий лабиринт среди густых тростниковых зарослей, достигающих порой 6-метровой высоты. Раскаты возникают неожиданно. Безбрежные водные просторы поражают своими масштабами. При этом глубина здесь всего 1,5–2 метра. Множество тростниковых островков и заливов идеально подходят для гнездования вернувшихся с зимовок птиц. Одними из первых прилетают в дельту лебеди-шипуны. Уже в апреле они начинают строить гнезда. Лебедь-шипун отличается от других лебедей. Он очень крупный и самый красивый. Никто не может так изящно изгибать шею и красиво приподнимать крылья. Только вот голос у шипуна слабый и хриплый. А когда он раздражен, то начинает угрожающе шипеть. Гнездо у лебедей строит самка, а самец приносит необходимый строительный материал. Как правило, гнезда располагаются в зарослях тростника, но они могут быть и открытыми. Во время гнездования самец внимательно охраняет свою территорию. Нарушать границы в этот период небезопасно. Шипун – сильная птица. Ударом крыла он может убить лису и даже сломать человеку руку. Семьи лебедей прочные, на всю жизнь. А живут лебеди до 30 и даже 40 лет. Так что отметить жемчужную свадьбу вполне реально. А вот кудрявые пеликаны создают семью только на 1 сезон. Когда-то они были обычны в России, а теперь занесены в Красную книгу как уязвимый вид. В дельте Волги гнездится всего около 300 пар. Но, к счастью, их число постоянно растет. Впрочем, в споре за удобное место отдыха пеликаны всегда оказываются победителями. Противостоять такому натиску не в состоянии даже лебеди, которые неохотно, но все же уступают свою территорию. Неподалеку от раскатов, на раскидистых ивах, устроился ближайший родственник пеликана – большой баклан. В Астраханском заповеднике находится самая крупная в России колония этих птиц. Специалисты насчитывают здесь около 10 тысяч гнезд. На гнездование бакланы прилетают парами. Их союз, как и у лебедей, продолжается всю жизнь.
Насиживают кладку и выкармливают птенцов родители сообща. Питаются бакланы исключительно рыбой. Чтобы прокормить прожорливых детишек, родители летают за добычей по 5 раз в день. Возвращаются они с полным зобом и набитым желудком. От такого обилия пищи птенцы растут очень быстро. Вполне самостоятельными они становятся в возрасте 12-13 недель. Столько шума бывает не только в колонии бакланов. Крик беспокойных крачек далеко разносится по водной глади раската. Их тоже интересует рыба. Зависая в воздухе, они высматривают стайки мелких рыбешек и, найдя понравившуюся, пикируют в воду. Промахов почти не бывает. Но не только голод заставляет птиц нырять с высоты. Сейчас у крачек брачный период, и обязательным свадебным подарком является рыба. Таким подношением самец проявляет симпатию и выражает самые серьезные намерения. И все-таки самое важное действие весеннего спектакля происходит под водой. Заполненная паводковыми водами дельта становится местом нереста многих волжских рыб. На заливные луга, где раньше паслись коровы, теперь заходит отяжелевшая икрой рыба. Прогретые, богатые личинками и планктоном тихие воды разливов становятся идеальным местом для появления мальков. Водные поля оживают. Среди кустов трутся желтобокие красавцы-лещи. В траве на мелководье во множестве нерестится карась, красноперка, вобла, плотва. Но, пожалуй, самым заметным и впечатляющим является нерест сазана. Эти бронзовые великаны не плавают, а скорее ползают среди густой растительности. За самкой, готовой метать икру, следует сразу несколько самцов. Их горбы видны повсюду, а борьба за право быть первым достигает такого накала, что вода начинает кипеть. На залитых водой просторах устраивают пиршество птицы. Здесь каждый может найти себе рыбешку по размеру. За рыбой с большим удовольствием охотятся и змеи.
В дельте нет ядовитых видов, только безобидные водяные ужи и узорчатые полозы. Во время нереста поймать рыбу быстрой рептилии несложно. Но вот чтобы съесть ее, придется немного потрудиться. Такой плотный обед перевариваться будет долго. Следующая охота повторится только через несколько дней. К середине лета половодье завершается. Подросшая рыбья молоть покидает теплые воды мелководных заливов и вместе с убывающей водой скатывается в глубокие протоки. Здесь-то их и ждет главное испытание. В местах схода воды мальков поджидают хищные рыбы. И самой опасной является щука. Это очень эффективный охотник. К тому же у нее эластичный желудок, поэтому она может заглатывать и довольно крупную добычу. Щука с удовольствием поедает даже своих сородичей. Подводный мир дельты в летнее время удивительно разнообразен. На мелководных раскатах разрастаются настоящие подводные луга зеленых водорослей. Теплая вода, обилие пищи и густая растительность привлекают сюда стаи многочисленных волжских рыб. Сейчас время нагула. Красноперка считается одной из самых красивых рыб. Это ловкая и осторожная рыба. Ее почти невозможно поймать сетью. Питается красноперка мягкими побегами водных растений, различными насекомыми и личинками. Сом – самый крупный пресноводный хищник дельты. В конце 30-х годов промысловые артели вылавливали гигантов весом свыше 300 килограммов и длиной более 5 метров. Сейчас такие экземпляры уже не встречаются. Но все же королем рыбьего населения дельты считается сазан. Таким титулом его наградили за хитрость, силу и важный вид. У сазана мирный характер. Он осторожен, но любопытен. И если не двигаться, он сам к вам подплывет. За тем, что происходит под водой, внимательно наблюдает большая белая цапля. Она может подолгу стоять на одном месте, терпеливо ожидая добычу. Как ни странно, но такая тактика приносит ей больше пищи, чем если бы она активно перемещалась. Такой же метод охоты использует и серая цапля. По своим повадкам эта птица молчаливая и малообщительная. Охотится она, как правило, в одиночку. В дельте Волги встречается несколько видов цапель. И отличаются они друг от друга не только внешним видом, но и своим поведением. Малая белая цапля более подвижна, любит покричать и не столь осторожна, как большая или серая цапля. Из-за небольшого роста она питается на мелководных участках. Малая цапля не ждет, пока рыба приблизится к ней, а, заметив добычу, стремительно на нее набрасывается.
Есть у нее еще один способ охоты. Своими яркими лапками эта птица баламутит ил и сразу же хватает разбегающуюся мелочь. Но такая охота выглядит скорее забавой по сравнению с тем, как это происходит у самого большого любителя рыбы. Два раза в день, утром и вечером, над раскатами появляются вереницы черных птиц. Это бакланы всей колонии регулярно устраивают коллективную рыбалку. Они выдвигаются группами по 40-50 птиц и начинают свою грандиозную охоту. Бакланы быстро окружают косяк рыбы и, хлопая крыльями, гонят испуганную жертву в нужном направлении. Назвать это просто кормежкой нельзя. Это настоящий пир. Бакланы не закончат свою трапезу до тех пор, пока не насытятся. Впрочем, все происходит довольно быстро. Бакланы с наполненными желудками улетают переваривать пищу и сушить перья. А на раскаты снова возвращается тишина и покой. Изредка среди птиц возникает переполох. Это орлан белохвост решил отдохнуть по соседству. Но сейчас птицам бояться нечего. Хозяин здешних мест довольствуется рыбой, и ему нет никакого дела до пернатых. Лето – самая благоприятная пора в жизни птиц. Птенцы подросли, а некоторые и вовсе стали самостоятельными. Забот стало меньше, и теперь можно спокойно кормиться на прогретых и богатых водорослями, насекомыми и личинками раскатах, чтобы набрать побольше сил до наступления холодов и отправиться на зимовку в теплые страны. Поедая вкусные водоросли, родители внимательно следят за своими птенцами, которые так и норовят проявить самостоятельность и отплыть подальше, еще не ведая опасности. Но если малышам такая беспечность простительна, то ошибка, которую допустил уже взрослый серый гусь, в других обстоятельствах стоило бы ему жизни. Гуси очень осторожные птицы. Они замечают малейшее движение и немедленно улетают.
Надежды, что гуси приблизятся к скоротку и при этом не заметят объектива камеры, мало. И все же это произошло. Гусь, ничего не подозревая, в течение 2 минут расхаживал перед сопровождающим его объективом на расстоянии 6 метров. То, что внимательная и осторожная птица допустила такую оплошность, невероятно. Наконец он все понял, и, наверное, его объял ужас. Но хорошо то, что хорошо кончается. А вот некоторые птицы быстро привыкают к объективу. Например, ходулочники. Кормятся птицы в заливах с открытыми берегами. Своим тонким и длинным клювом они с легкостью хватают головастиков, водных клопов, плавающих жуков. Сложнее приходится ходулочникам на суше. Чтобы поесть или отдохнуть, им приходится складывать свои ходули. Рядом, щеголяя в роскошном красновато-буром с металлическим отливом оперении, кормится каравайка. У каравайки в рационе питания примерно то же, что и у ходулочника. Но добывает она корм на ощупь. Все дело в том, что ее длинный серповидный клюв очень чувствителен к малейшему прикосновению. Погружая его в донную растительность, где прячется всяческая живность, каравайка мгновенно реагирует на убегающую добычу. Но птицы озабочены не только поисками пищи. Очень серьезно они относятся и к своему внешнему виду. Летом у большинства пернатых происходит линька. Старые потускневшие перья выпадают, и у них появляется новое красивое оперение. Это очень важный период в жизни птиц. Ведь впереди их ждет долгий и опасный перелет на зимовку в теплые страны. А вот орлану-белохвосту торопиться некуда. Дельта — его родной дом, и никакой другой ему не нужен. Дельта Волги действительно прекрасный и гостеприимный дом. Здесь, на заповедных территориях, находят себе приют все, кто нуждается в отдыхе и пище. Летом этот дом особенно украшен самой разнообразной растительностью. Спокойные воды раскатов в это время напоминают пестрое покрывало, сотканное из многочисленных водных растений. Этот плотный разноцветный покров используют для гнездования крачки. Они позже других птиц откладывают яйца, и поэтому птенцы у них появляются только в середине лета. Но, пожалуй, самым прекрасным и удивительным растением в убранстве раскатов является лотос орехоносный. Дельта Волги – самое северное место на Земле, где в естественных условиях произрастает этот древний и загадочный цветок.
люди издавна используют лотос как ценное пищевое и лекарственное растение. В странах Юго-Восточной Азии он считается священным. Уже в самом устройстве лотоса можно увидеть много символичного. Его корни погружены в подводный грунт. Это материя. Стебель, как и душа, устремляется ввысь, к свободе. А цветок, возвышающийся над всем и всегда обращенный к солнцу, это дух, преображение, чистота. Лотос действительно обладает этим удивительным свойством – всегда быть чистым. Дело в том, что его листья покрыты множеством мельчайших восковых комочков. Именно этот микроскопический налет не позволяет грязным каплям прилипать к поверхности листа, и они беспрепятственно с него скатываются. Надводные листья лотоса очень крупные и могут достигать 70 сантиметров в диаметре. От чрезмерного увлажнения их защищают лучистые воздушные каналы, расположенные с нижней стороны листа. Цветы лотоса всегда славились своей непревзойденной красотой. Они обладают слабым, но очень приятным коричным запахом. Правда, жизнь цветка непродолжительна. Всего 3 дня. Но, к счастью, цветов много, и распускаются они поочередно. Поэтому красотой массового цветения лотоса можно наслаждаться до конца лета. С приходом осени облик дельты меняется. Все чаще моросит мелкий дождь и дуют холодные ветра. Обнажились и листые берега, и песчаные косы. Пожелтел и распушился тростник. Заросли лотоса теперь не узнать. Листья пожухли и беспомощно раскачиваются на осеннем ветру. Высохшие коробочки, полные семян, разносятся слабым течением по мелководью. В стремительно остывающей воде корма становится все меньше, поэтому многие птицы уже отправились на юг. Но пернатых на раскатах меньше не стало. За кулисами по-прежнему царит большое оживление. Осенью в дельте Волги пересекаются миграционные пути многих водоплавающих и околоводных птиц. Сейчас все стараются набрать побольше сил. Неугомонное племя чаек пополнилось молодыми птицами, и вместе с цаплями они увлеченно гоняются за редкими стайками рыб, еще не ушедших с мелководий поглубже в тихие омуты. Бакланы еще не улетели, но уже собираются в стаи. С первыми заморозками вся армада этих черных птиц за один день совершит бросок на зимовку в Азербайджан. Рядом, на песчаной косе, расположилась стая кудрявых пеликанов. За важный вид и степенную походку этих птиц называли баба. Так на Востоке обращаются к старшим, выражая свое почтение.
Неуклюжие на земле, пеликаны прекрасно летают. Можно долго любоваться, как эти древние птицы легко парят, плавными взмахами поддерживая в воздухе свои крупные тела. Осень для птиц – это время странствий. На смену улетающим в теплые края в дельту прилетают другие птицы. Множество гостей с севера останавливается здесь по пути к месту зимовок, чтобы отдохнуть и немного подкрепиться. На илистых косах появились долгожданные белые журавли, стерхи. Это редкие гости. В природе их осталось буквально единицы. Гнездятся они далеко на севере, в низовьях реки Оби, а зимуют в Иране и Индии. В дельте стерхи облюбовали Обжоровский участок Астраханского заповедника и чувствуют себя здесь довольно уверенно. Каждый день прибывают все новые и новые караваны птиц. Во второй половине октября появляются первые стаи лебедей-кликунов. В заповедных уголках дельты собираются десятки тысяч этих птиц. В отличие от лебедей-шипунов, голоса у кликунов звонкие и мелодичные. Отсюда и выражение «лебединая песня». Семьи лебедей собираются на открытых мелководье. Здесь они чувствуют себя в безопасности, а в донном иле все еще можно найти достаточно корма. Взрослые поедают корневища и мягкие водоросли. Молодые птицы предпочитают более калорийные животные корма. Нередко споры за кормовые участки перерастают в настоящие сражения. Подражая взрослым, лебеди уже с малых лет учатся отстаивать свои интересы. Обычно семьи стараются держаться отдельно друг от друга. Строгие родители не разрешают своим чадам общаться с их ровесниками из других семей. Свою семью эти подростки смогут создать только через 3 года, когда у них появится белое свадебное оперение. А пока они будут носить скромный серый наряд. Занимаясь поисками еды, молодежь не забывает потренировать перед дорогой не совсем еще окрепшие крылья. Случается, что птицы задерживаются в дельте до самых холодов, чтобы накопить достаточно сил и не ослабнуть в далеком пути. Земля завершает свой очередной поворот. Скоро придут первые заморозки, и обширные пространства раскатов покроются тонким ледком и пушистым снегом. Последние караваны птиц покинут гостеприимные раскаты. За кулисами станет тихо. Но, к счастью, не навсегда. Из года в год на просторах Волжской дельты в удивительных природных декорациях разворачивается грандиозный спектакль с прекрасными актерами и замысловатыми сюжетами. Здесь все роли главные, здесь все взаимосвязано и подчинено созидающей воле невидимого режиссера. Вход на этот спектакль свободный, но кулисы откроются только для тех, кто готов внимать и следовать великому замыслу.
кто способен чувствовать, понимать, любить и беречь окружающий нас живой мир.